Президент Назарбаев на неделе срочно собирал Совет Безопасности. В Акарду вызвали всех без исключения шефов силовых структур и спецслужб. Большая часть совещания, естественно, прошла за закрытыми дверями. Но доподлинно известно, что главной темой стала борьба с информационными провокациями. Глава государства, естественно, первым делом вспомнил недавнюю историю, когда провокация с помощью СМС-рассылки привела к массовой панике и оттоку миллионов тенге из отечественных банков. Последние события показали, что отдельные провокаторы могут повлиять на ситуацию в стране. Генеральная прокуратура, вы определили, кто там по банкам был? По банкам провокаторы кто будет? Привлекли к ответственности, 20 суток ареста получил и возбудили уголовное дело. Это был работник банка? Он был бывший сотрудник банка. В настоящее время он уволен и распространил эту информацию. Среди своих знакомых в последующем пошла веерная утечка информации. Вот видите, вот, особенно таким моментом мы должны быть готовы. Информационные технологии тоже сейчас работают по-новому, мы должны соответствовать. Для нас важна внутренняя стабильность, толерантность, доверие наших людей. Что бы мы ни делали, что бы мы ни наговорили, ни в коем случае стабильность в стране, равенство всех, неущемление прав людей ни по языковым, ни по религиозным, ни по национальным принципам должно быть главным направлением нашей деятельности. Я смотрю, и все государство смотрит за тем, чтобы население жило спокойно, и мы развивались спокойно. К счастью, история с банковской паникой подошла к концу. Спецслужбы выясняют, кому и для чего это было нужно, а банкиры даже уверяют, что все это пошло им на пользу. Мол, в кризисной ситуации мозги начали работать по-другому. О том, что еще угрожает банковскому сектору страны, мы поговорим с Михаилом Ламтадзе, председателем правления Каспийбанка. Но прежде небольшое вступление от нашего корреспондента Алексея Рыблова. Он провел субботний день с одним из самых известных банкиров страны. Лапу давай, лапу. Такая ситуация, она на первый раз. 100 миллионов тенге тому, кто мне поможет найти тех уродов, которые это сделали. Наши клиенты возвращаются назад. А у меня безумное чувство гордости за команду, которая это сделала. Пошли работать. Пойдем. Пошли. Вот так в ярко-красных кроссовках, спортивной куртке и с собакой на поводке Михаил Ламтадзе приходит на работу каждые выходные. Это уже стало своего рода традицией. 9-месячный Майк, кажется, тоже рад. Мохнатый зверь здесь любимый клиент, но времени на ласку практически нет. Хоть и суббота, дел у главы Каспийбанка не в проворот, но прежде чашка крепкого кофе. Я вообще очень много кофе пью. Я думаю, что, наверное, 10 в течение дня. Вообще в еде банкир не привередлив, как и во всем остальном. Говорит, сказалось воспитание, вырос в семье военного. Но в последние дни времени на обед почти не было, а все из-за волны слухов, которая накрыла банковский сектор. У нас начала появляться информация, когда наши менеджеры и руководители на местах начали говорить, что у нас собираются очереди обеспокоенных людей, клиентов. И, конечно, первое, что надо было сделать, поехать в отделение. Я поехал в одно из отделений. Менеджеры, внимание на меня! Значит так, без внимания никого не оставляем. Заявки берем. Внимание каждому уделяем. В тот злополучный вторник отделение Каспийбанка клиенты брали чуть ли не штурмом, а все из-за анонимных смс-ок с призывом снимать деньги с депозитов, пока не поздно. Успокаивал взволнованных клиентов Ламтадзе лично. Вспоминает, самыми сложными были первые 3 суток. Но главное, все знали, что нужно делать. За эти 72 часа я ни одного мы не издали ни одного письменного указания или приказа, как действовать. Было, конечно, большое количество обсуждений, коммуникаций между друг другом, но ни одного указания, вот это наш план действий. Команда нам работала
на полусловие. Спустя 10 дней Ламтадзе не без гордости говорит о результатах. Клиенты возвращаются, очередей нет, а СМС-террористы уже задержаны. Дабы удостовериться, что все действительно спокойно, банкир снова идет с проверкой. Клиентов много? Да. Справляетесь? Всё хорошо, да, справляемся. За несколько минут успевает пообщаться с менеджерами, постоять в очереди и даже выслушать жалобы и предложения. Где еще увидишь вот так, без галстука, целого председателя правления? В целом практика, чтобы руководители ходили в отделение, это очень важно, чтобы понимать, что у нас происходит на местах и насколько мы качественно работаем и с нашими клиентами. График расписан буквально поминутно. Из отделения снова в офис. Надо успеть на совещание. На повестке хватает вопросов, которые не терпят отлагательства. Хотя в субботу в Каспийбанке кажется все неофициальным. Даже Майку и тому разрешили присутствовать на деловой встрече. Правда, свою порцию внимания от хозяина он получит позже. Сидеть, лежать, встать. Лапу давай, лапу. Хорошо, ладно. Морда. Но он всегда ест. Отдыхать с семьей удается редко, говорит Михаил. О счастливых моментах напоминают вот эти две полки в кабинете. Здесь и сувениры, привезенные друзьями из разных уголков мира, и фотографии с последнего погружения в море. Я люблю нырять. То есть я дайвинг и фотографирую под водой. Но особое место занимает подарок от дочери. Это она нарисовала папу, ведь фамилия Ламтадзе с грузинского переводится как «лев». Алексей Рыблов, Иван Гончаров, Булат Даулетбаев и Мурат Нурмагомбетов. Портрет недели. Сегодня в студии «Портрета недели» Михаил Ламтадзе, председатель правления Каспийбанка. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вы знаете, страна до сих пор обсуждает итоги СМС-атаки на банки, которые вызвала широчайший резонанс в обществе. Об этом говорят все. Я знаю, что вы объявили вознаграждение 100 миллионов. И ходят слухи о том, что вы собираетесь отдать деньги, неизвестно кому. Так вот, скажите, пожалуйста, это очень интересует людей. А кто получит вознаграждение и когда? Мы получаем большое количество обращений, более 1000. Мы сейчас смотрим, стараемся подтверждать достоверность. Конечно, желание получить 100 миллионов тенге, оно большое, и поэтому нам важно, чтобы мы убедились в том, что эта информация достоверная. И наша единственная цель и самое важное является, чтобы мы смогли в результате этой информации определить исполнителей, людей, которые были частью этой атаки на прошлой неделе. Для чего это нужно было и кому? Это могло быть глупостью? Мне, честно говоря, сложно думать, что это может быть глупостью или там кто-то пошалил, случайно что-то послал. Мне кажется, за такие вещи нужно держать ответ. Действительно широкого круга. Вы знаете, мне тоже звонили друзья, приятели, знакомые, и все они хотели вернуть деньги. Это было похоже на массовый психоз, потому что убедить в чем-то людей было невозможно практически. А у вас 3 миллиона клиентов. Вот как вам удалось выйти из этой ситуации? Ну, во-первых, это был тест на прочность банковской системы в целом, на прочность нас, лично нашей команды и наших сотрудников, и лояльности и преданности наших клиентов. То есть в результате этих 3 дней мы смогли своим личным примером и вниманием к нашим клиентам, мы фактически сделали экстраординарные вещи, которые помогли нам не только взять эту ситуацию под контроль, но и также очень быстро с ней справиться. Сегодня мы и любой другой казахстанский банк, мы работаем в абсолютно нормальном режиме. Иногда сидим и думаем, неужели, а что это было на прошлой неделе? Когда я приехал в отделение утром, прямо того же дня, когда у нас началась появляться информация о очередях, я с той стороны увидел очень близких людей для нас. Мы все люди, и на месте наших обеспокоенных клиентов могла быть моя мама, папа, сестра, близкие, родные. И мы со своей стороны, конечно, постарались относиться к нашим дорогим клиентам точно так же, как мы относились бы к нашим родным, если они были бы на их месте. Руководители работали постоянно в отделениях, кофе, чай, еда. Мы продлили время работы наших отделений до 9:30 вечера, хотя мы и так работаем в субботу, воскресенье до 8. Некоторые отделения закрывались даже в 1:00 ночи до последнего клиента. Первая СМС-атака на банки в Казахстане. Может быть, финансисты будут изучать это как дисциплину, да? Но это будет когда-то. А сейчас, вот в эти 72 часа,
Каким образом вам удалось мобилизовать себя? Когда мы поняли, что беспокойство наших клиентов и очереди появились у нас в отделениях, мы сами лично взяли на себя ответственность, вышли к нашим клиентам, начали общаться напрямую. Руководители развозили клиентов на своих автомобилях. У нас были случаи, когда ребята видели, что наш клиент выходит с большой суммой денег, и, конечно, нас не могло это беспокоить. На своей машине довозили нашего клиента до дома для того, чтобы не случилось чего-нибудь плохого. Конечно, очень важно была еще и поддержка и работа оперативная со стороны, к примеру, правоохранительных органов. Национальный банк Казахстана, Фонд гарантирования депозитов, Ассоциация финансистов Казахстана, все выступили с соответствующими заявлениями, что тоже очень помогало в общении с нашими клиентами. Особенно, конечно, важно было выступление главы государства, который подчеркнул стабильность банковской системы. И мне кажется, это выступление и поддержка со стороны президента, конечно, было очень важно. Я думаю, что любой человек, который услышал и увидел это обращение, еще раз убедился в том, что ничего связанного со стабильностью банковской системы эта конкретная ситуация не имела. А сейчас какая ситуация в Каспийбанке? Клиенты возвращаются? Клиенты начинают возвращаться, приносить депозиты, и мы получаем огромное количество благодарности от наших клиентов. У нас, в принципе, в течение даже этих 3 дней клиенты приходили и пополняли депозиты. Вот мы сейчас все извлекаем уроки. Скажите, а что сейчас происходит с нашей банковской системой? Да, банковская система Казахстана стабильна. Даже если сравнивать с другими банковскими системами соседей, развивается довольно динамично. И сейчас будет со временем еще усиливаться конкуренция. Вот, поэтому будет улучшение продуктов и качество обслуживания клиентов в первую очередь. И то, что банки выстояли, и то, что банки показали, что на самом деле могут и объединиться, и работать вместе, и координироваться, это очень хорошо. Ну и последний вопрос, не могу его не задать. Да. После того, что случилось, Антонио Бандерас не звонил вам? Судя по ролику, вы друзья? Да, ну мы с Антонио, да, общаемся периодически, но мы были слишком заняты для того, чтобы просто так общаться, потому что все наше внимание было на наших клиентов. Каспийбанк – это казахстанский банк, и мы очень хотели показать Казахстан суперзвездам Голливуда. И когда мы выбирали Антонио, мы особенно выбрали его как человека, который является хорошим, порядочным, честным, скромным. Мы гордимся не только тем, что он участвовал в нашей кампании рекламной или работал у нас, а то, что Антонио Бандерас человек довольно известный, знает про Казахстан и общался с казахстанцами, с нашими клиентами и с восторженными впечатлениями уехал от нас. Спасибо, Михаил. Гость студии сегодня председатель правления Каспийбанка Михаил Ламтадзе.